О том, что такое смета на ремонт квартиры, каковы ее структура и ее хитрости, а также о том, как избежать обмана. Об этом поговорим сегодня. Меня зовут Икрам, все самое важное и интересное. Итак, начнем. При планировании ремонта квартиры граждане, как правило, имеют представление о желаемых результатах в целом, но нередко упускают из виду различные нюансы, что влечет за собой дополнительные издержки. По этой причине составлению сметы отводится ключевая роль, и благодаря ей обеспечивается надежный управленческий механизм над затратами. В первую очередь необходимо определиться с тем, что представляет собой смета. При определении понятия следует опираться на такие термины, как план, расчеты, расходы. Тут подчеркивается финансовая составляющая документа. То есть речь идет о финансовом документе, в котором содержится полный расчет в виде плана предусматриваемых расходов на осуществление подрядных работ. Кроме того, при детализации определения обнаруживается структурная характеристика сметы как документа, в рамках которого показывается вычисление суммы затрат на проект, дифференцированной по соответствующим статьям. Следует подчеркнуть, что в правовом аспекте структурно-финансовая характеристика сметы находит свое отражение в законодательстве, например, в Гражданском кодексе, Градостроительном кодексе, ну и в Законе о защите прав потребителей. Если необходима конкретика по нормам закона, пишите в комментариях. Характеризуя значимость составления сметы, следует сказать, что данный документ предоставляет возможность предупредить различные технические просчеты и ошибки в ходе планирования расходов на ремонт. При профессиональном подходе к формированию сметы принимается в учет то, какие именно затраты требуется включить в расчеты, чтобы бюджет, предусмотренный для ремонта квартиры, не оказался исчерпанным внезапно на промежуточных этапах. И профессиональный подход к составлению рассматриваемого документа позволяет ответить на вопросы, то есть на какие статьи расходов целесообразно выделить большее количество финансов и какие из них сопровождаются чрезмерной нагрузкой на бюджет. Иными словами, обеспечивается баланс распределения денежных средств. При обосновании значимости сметы на ремонт квартиры уместным является выделение ее ключевых функций. Это организационно-управленческая, оценочная и защитная, также контрольная. Благодаря организационно-управленческой функции обеспечивается фиксация как объема, так и стоимости ремонтных работ, в том числе ориентировочных сроков их осуществления. Оценочная функция напрямую связана с анализом затрат на совокупность используемых материалов, а суть защитной функции заключается в том, что сметы, будучи финансовыми документами, принимаются судебными органами в качестве доказательства при наличии споров между сторонами. И, наконец, весомое значение имеет возможность заказчика осуществлять контроль над ходом выполнения ремонтных работ, то есть речь идет о контрольной функции сметы. Для реализации функции сметы предусматривается ее структурирование. Сама структура характеризуется различными уровнями детализации, что важно принимать во внимание при учете нюансов и предупреждении соответствующего обмана. В широком контексте структура рассматриваемого документа дифференцируется на два блока. Это смета на подрядные работы и смета на материалы. Что касается сметы на работы, то в ней должен быть зафиксирован исчерпывающий перечень предполагаемых подрядных работ с соответствующей расшифровкой. К примеру, отделка стен относится к разделу сметы, в котором обобщается результирующая сумма работ на данную отделку. При этом делается указание на конкретные разновидности. Речь идет, например, о грунтовке, штукатурке по маякам, шпаклевке, ошкуривании, поклейке обоев. Благодаря такому подходу у заказчика имеется возможность контролировать предусмотренный бюджет. В свою очередь, смета на материалы формируется после составления сметы на подрядные работы. В соответствии с планируемыми работами требуется прописать, что именно следует приобрести и в каком объеме, то есть качественные и количественные параметры сметы. Детализированный подход к описанию структуры сметы на материалы сопровождается указанием наименования материалов, единиц измерения, стоимости единицы, количества и совокупной суммы. Структура сметы на ремонт квартиры зависит от того, какой способ расчета выбран. Тут возможно несколько вариантов, среди которых в качестве базовых выступают, например, по этапам, по хронологии, по помещениям или же по разновидностям работ.
Самым распространенным вариантом является расчет по разновидностям работ, поскольку это максимально удобно для заказчика. Однако такой подход нередко сопровождается затруднениями касательно контроля за остатками материалов и процессом осуществления ремонтно-отделочных работ. Следовательно, тут риски обмана выше. Именно поэтому не следует игнорировать другие способы расчета. Например, при расчете по хронологии возможности контроля над осуществляемыми работами шире, а с помощью поэтапного расчета заказчик может оценивать состояние ремонтируемой квартиры после конкретного этапа и вносить своевременные коррективы. Это важно с точки зрения обеспечения качества. Факт наличия сметы не является гарантией получения заказчиком ожидаемых результатов. Причинами этого служат ошибочные действия сторон, а в некоторых случаях и недобросовестность подрядчика. К примеру, серьезной является проблема недостатка информации, что актуально в отношении вторичного жилья. Здесь можно сказать, что визуально будет трудно определить, из чего сделан черновой пол под паркетом или в каком состоянии стены под обоями. В результате могут возникнуть затруднения с определением детального перечня работ и придется основываться на субъективной личной оценке состояния помещения и комментариях заказчика. Другое дело, если производить точное вскрытие, например, сверление шурфа, чтобы оценить состояние подлежащих ремонту конструкции. Ну а недобросовестные действия подрядчика могут быть сопряжены с умышленным занижением стоимости. К примеру, совокупную стоимость намеренно занижает с целью увеличения шансов на заключение сделки. Главным образом это касается уменьшения площадей поверхности и исключения из сметной документации ряда разновидностей работ. А впоследствии, то есть в ходе ремонта, заказчик обнаруживает, что ремонт квартиры обходится существенно дороже. За счет чего вы уже, наверное, догадались. Да, точно, в связи с дополнительными работами. Некоторые манипуляции со стороны подрядчика могут быть связаны с оплатой вывоза мусора, что отражается в смете, в частности, после таких этапов, как демонтаж, черновые и чистовые работы. Например, заказ машины или же сбор в мешки мусора могут фигурировать в смете как скрытые или смежные работы, так что будьте внимательны. Проблемы возможного обмана также могут быть связаны с объединением стоимости осуществляемых ремонтных работ и стоимости используемых материалов. В такой ситуации заказчики сталкиваются с затруднениями, за какой именно объем работ и материалов они платят. Здесь риски обмана связаны как с занижением, так и с увеличением объема работ и материалов в смете. Соответственно, занижение объемов напрямую связано со стремлением подрядчиков добиться конкурентоспособности, а когда объем завышен, заказчик, естественно, платит больше за лишние материалы или же подрядные работы. Таким образом, перед осуществлением подрядных работ требуется грамотное и детализированное составление сметы, которое выполняет, помимо прочего, организационно-управленческую, оценочную, защитную, в юридическом аспекте и, естественно, контрольную функции. От этого напрямую зависят расходы, предусматриваемые на выполнение работ. Скажу, заказчики могут самостоятельно составить данный документ, либо прибегнуть к услугам соответствующих специалистов или специализированных компаний. Не исключается, что подрядчики также могут составить смету, но при этом возрастают риски для заказчиков, связанные с обманом и введением в заблуждение, в том числе манипуляциями. Совет отдавать смету, составленную подрядчиком, на проверку сторонним специалистам. В структурном контексте требуется отчетливая дифференциация сметы по совокупности затрат на осуществляемые работы и используемые материалы. В любом случае, решение по всем этим и другим вопросам принимать только вам, и чтобы не ошибиться, обязательно держите в поле зрения правую сторону вопроса. На эту минуту у меня все. До новых встреч!